Разработчик нашей любимой фермы анонсировал двух новых брачных кандидатов в Stardew Valley 1.7. Теперь мы сможем заромантить Сэнди и Клинта. К Клинту я отношусь более-менее нейтрально, хотя лучше бы вместо него был Гюнтер, честно. Ну а вот Сэнди как брачный кандидат уже намного интереснее. Правда, я глянул на ее портрет, сравнил его с остальными девочками, и, честно сказать, она больше выглядит как второстепенный персонаж, которым она и являлась все это время. Меньше теней, больше грубых форм, и в целом видно, что ее портрету было уделено меньше времени, чем Леи, например. Даже Элиот с таким же ракурсом выглядит проработанней. Поэтому я решил нарисовать свой портрет Сэнди, сделав ее более привлекательной, но в то же время сохранив ее шарм. Сейчас посмотрим, что у меня получилось. Начал я с второстепенных вещей. Решил изменить этот завиток на более аккуратный, потом убрал сзади ненужный объем одежды, который полнил тело, убрал непонятные лямки, далее захотел немного опустить платье, заполнил все пустоты, дорисовал тело, и вышло что-то такое. Немножко смягчил тени на коже и следом приступил к самому сложному – голова. Сразу, недолго думая, я решил делать 3/4, как у Пенни, Леи и Абигейл. Да, смена ракурса совсем изменит вайб персонажа, но я подумал, что потом что-нибудь с этим придумаю. Мне было просто интересно реализовать эту идею, ведь по сути мне пришлось рисовать все с нуля. Начал набрасывать форму, накладывать волосы, организовал черновой вариант губ и стал прорабатывать волосы, их форму, цвет и тени. Потом понял, что мне не нравится ее хвост, поэтому полностью стер его. Добавил еще один локон волос слева, а хвостик в итоге вернулся, уже с правильной формой и перспективой. Бантик завершил работу над волосами. Вышло что-то такое, и после этого этапа волосы почти не менялись. Я приступил непосредственно к лицу. И с ним было больше всего проблем, потому что я хотел сделать Сэнди милой и в то же время не потерять характер оригинала. Украл глаз у Эмили и стал его видоизменять. В оригинальной Сэнди глаза по сути карие, но я решил сделать ей голубые, чтобы они сочетались с одеждой. В какой-то момент появились брови, нос стал более аккуратным, а вот с губами я парился долго. В итоге вышел вот такой вот неплохой вариант, я подумал, что уже все готово, и решил под конец немного изменить Сэнди цвет кожи. Раз она живет в пустыне, то должна быть немного смугленькой, правильно? На этот раз я украл палитру у Мару, но это был перебор. Немного высветлив и изменив оттенок, я получил вполне приемлемый вариант. Напишите, что думаете в комментариях, какой цвет вам нравится больше. Я в итоге выбрал более темненький. Приступил я к проработке эмоций и в процессе заметил, что правый глаз, по сути это левый, для нас правый, пусть будет так. Правый глаз не на своем месте. Сдвинув его ближе к левому, лицо стало более правильным анатомически, и я решил оставить этот вариант. Но в то же время теперь Сэнди превратилась в самую обычную, бесхарактерную куклу какую-то. В сравнении с оригиналом характер сохранить вообще не получилось, и я стал думать, как хотя бы чуть-чуть дать новому портрету больше харизмы. Поднял бровь, подвинул рот, изменил нос. И, как мне кажется, получилось очень даже хорошо. Еще раз сравнив финальный вариант с двумя предыдущими, отойдя от экрана и посмотрев на это все вверх ногами, я определился, что финальный вариант все же финальный, и мне он нравится. Оставалось проработать эмоции, радость, злость и смущение, поправить улыбку, и новая Сэнди была готова. Пишите свои мысли в комментариях, стала ли Сэнди лучше и стоит ли трогать Клинта. Как по мне, у него и так довольно хороший портрет, но может быть что-то придумать можно было бы. Спасибо, что смотрите, жду вас в Телеграме и на Бусти среди этих лучших спонсоров, которые поддерживают меня даже в период ужасной нестабильности на канале. Не буду говорить, что скоро увидимся, но когда-нибудь следующий ролик вы все же, наверное, увидите. А пока что, пока.